Всем доброго времени суток. Продолжаем тему введения в железнодорожное моделирование. И в этом видео поговорим о масштабах. Поехали. Поговорим о наиболее распространенных масштабах. Таких я считаю три. Поскольку мы говорим о именно домашнем макете, то будем рассматривать три масштаба. Это HO или H0, 1 к 87, TT 1 к 120 и N 1 к 160. Объективно самым распространенным масштабом является HO. Следующий за ним, на мой взгляд, по популярности масштаб N. И золотая серединка TT наиболее популярен все-таки на просторах бывшего Советского Союза. Беглый анализ ассортимента в интернет-магазинах показал приблизительно следующий расклад. Для Америки 67% номенклатуры это HO, 3% TT и порядка 30% это N. В Европе 60% HO, 10% T и 20-25% N. Так какой же масштаб все-таки выбрать? Я бы не стал останавливаться на масштабе ТТ, только если вы не хотите собирать советские или российские железные дороги, и то пассажирские, потому что в данном сегменте, в принципе, подвижной состав представлен широко. Я бы выбирал между HO и N. При выборе масштаба нужно определиться с тем местом, которое у вас есть, и какого плана макет вы хотите собрать. Либо это будет просто созерцание за чашкой кофе медленно пыхтящего паровоза на фоне Альпийских гор, либо же это маневровая работа, например, вот как у меня. Мне не интересно сидеть смотреть просто на то, как локомотивы ездят по кругу. Мне интересно попереставлять вагоны с одного пути на другой. Соответственно, такой макет он потребует гораздо большего места. Как бы ни показалось странным, но масштаб N он не в 2 раза меньше масштаба HO. Если мы берем сами модели, здания и так далее, да, это будет в 2 раза меньше. Но когда мы попытаемся создать путевую схему, мы получим уменьшение всего лишь процентов на 30. Из-за чего это происходит? Сама модель в масштабе HO, она крупнее, и это позволяет конструктивно сделать угол поворота тележек подвижного состава больше. Но посмотрите, как это страшно выглядит сверху. Свесы все вот эти, да, и вагоны будут цепляться друг за друга при таких радиусах. Но теоретически вы, конечно, можете их использовать. Поэтому нужно ориентироваться всегда на стандарт и смотреть минимально рекомендованные радиусы для ваших моделей. Потому что для 4-осных локомотивов это будут одни, для 6-осных это будут другие радиусы минимальные. И следует обращать внимание именно на это. Следующий момент, который следует учитывать при выборе масштаба: будет ли у вас цифровое управление или достаточно вам будет аналогового. Если будет достаточно аналога, то в принципе масштаб вы можете использовать любой. При выборе цифрового управления нужно учитывать такие факторы. Если в модели HO можно устанавливать декодеры практически в любую и вообще без проблем, особенно если модель помечена как DCC Ready, это означает, что вам достаточно вытащить заглушку из платы, которая стоит внутри локомотива, и на ее место поставить декодер. Единственное, на что нужно обратить внимание, это тип разъема, потому что они разные существуют. И декодер нужен именно с таким разъемом, который стоит на плате в локомотиве. То для масштаба N это далеко не так. Если даже модель отмечена как DCC Ready, это значит всего лишь то, что кто-то из производителей выпускает под данную модель Drop-in декодер. То есть это декодер, который устанавливается вместо штатной платы, которая стоит внутри. Как правило, такие декодеры, они очень низкого качества. Если звук, то это 8-битный звук, который звучит ужасно. Если без звука, ну еще более-менее, но все равно какие-то проблемы будут. Тут были проблемы с BACK-EMF, то есть на медленной скорости локомотив не хотел ехать, либо вообще, либо ровно он рывками ехал. Но это не значит, что в локомотив нельзя поставить достойный декодер. Я, в общем-то, это делаю. Я устанавливаю, если мне нужен звук, то это ESU Voxsound Micro. Можете посмотреть видео. Если без звука, то Model Depot LSH Micro. Превосходно они встают и отвечают всем моим запросам. Что же делать, если хочется большой масштаб, а места нет? Сейчас большую популярность начинает набирать модульное движение, особенно в крупных городах.
Не надо собирать целый макет, достаточно сделать 1-2 модуля и периодически встречаться с коллегами, соединять ваши модули в большой макет и катать подвижной состав. Из своего опыта могу сказать, что 2-3 дней раз в 3 месяца достаточно выше крыши для того, чтобы укататься и просто не вспоминать следующие 3 месяца о своем хобби. Если у вас есть желание вот там чуть ли не каждый день катать, вы можете свои 2 модуля сделать какими-то маневровыми и периодически просто использовать их для дома для вот этих маневров. Это все, что я хотел рассказать о выборе масштаба. А в следующем видео я расскажу о том, на какие моменты нужно обратить внимание при выборе рельсового материала. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. Пока-пока.